Всем привет! Продолжаем наши гайды. Итак, на чем мы остановились? Остановились мы на методах, а продолжим мы тем, что рассмотрим структуры Янамы. Да? Да. Вот это вот удалим, чтобы нам больше не мешалось, наша тра-та-та. Итак, как мы в блюпринтах это создаем? Структуры Янамы. Ну, как мы это делаем? Вот так. Мы открываем Blueprint и смотрим, у нас тут есть enumeration и есть структура. То есть enumeration это у нас перечислитель, то есть удобный. Мы создаем там что-то, названия какие-то даем, чтобы мы понимали, что за ними скрывается условно, да, что есть, что удобно работать с этим. Ну, даем названия какие-нибудь, да, там такое. Ну, понятно, что мы не кириллицей это делаем, а латиницей, но смысл, думаю, понятен. И то же самое со структурой почти. Только здесь мы можем хранить разные типы данных. То есть bool, какой-нибудь float, какой-нибудь, я не знаю, вектор, еще один вектор, еще один integer, еще один integer и так далее и тому подобное. То есть понятно. Но это все здорово, но нам-то надо как бы в плюсах это все. Поэтому эту историю мы удаляем и идем создавать в плюсах. Создаем tool, нажимаем, вернее, tools, new CPP класс, none, next. Я бы, знаете, что сделал? Я бы здесь создал новую папочку. Вот в нашем паблике новая папочка, создать папка. И назвал ее structs. То есть мы сюда будем наши структуры складывать. Выбор папки делаем. То есть вот он выбрал structs, можно было бы и прописать ее. Итак, давайте тест struct. Тест struct какой-нибудь. Ритуальное перекладывание, все есть. Create класс ждем. Вот, подождали. Закрываем и делаем reload all, для того, чтобы визуалка увидела наши изменения. Итак, значит, вот наш header файл, наш пустого тест стракта, и вот наш как бы плюсовый файл. В плюсовом файле нам тут в принципе ничего не надо. А вот здесь нам что-то да и надо. Давайте для начала я вот это вот скопирую, очень важные вещи. Правильно. Ну и конструктор, деструктор мы тоже уберем. Первое, что нам надо сделать, это прописать такую штуку, как такой макрос, как usestruct. Вот. В чем дело? Мы здесь uClass пишем, то есть есть класс, а есть struct. Чем отличается класс от стракта? Да, в принципе, почти ничем, кроме вот этих вот public, protected и private. По стандарту у класса, если мы просто вот здесь начнем что-то писать, не указывая это public или protected или private, то все будет по умолчанию стоять protected. А у структуры все по умолчанию стоит public. То есть public нам здесь не нужен. Мы так как работаем, хотим, чтобы все было видно. Соответственно, так вот можно делать. Так вот, нам нужно прописать, что это не uClass, а что это uStruct. Вот. Потом мы хотим, чтобы, допустим, можно было в блюпринте ими пользоваться, что не обязательно. Если мы не хотим, чтобы в блюпринте было пользоваться, то мы можем этого и не прописывать. То есть, но прописываем blueprint type. Хорошо. Дальше у нас здесь написан класс. Класс нас не интересует, нас интересует struct. Нет, не надо мне подсказывать, переписывать мне, пожалуйста. Struct. Потом мы удаляем вот эту вот часть и называем наш struct. Как наш struct будет называться? Test struct. Но для структур используется в нейминге f. То есть f test struct. Если мы структуру создаем, первое это f. Вот, и то же самое можно заметить и во всяких вещах. Мы здесь их, конечно, не создавали, но, допустим, вектор, который в блюпринте я создавал, это будет f-вектор. Вот. Такие вот вещи, потому что это структура, состоящая из трех флотов. Итак,
мы сделали вот эту структуру, но нужно еще некоторую вещь сделать, то есть нужно generated body прописать, и для того, чтобы он работал, нужно подключить файл include вот этот вот тест, прописываем тест, как мы называем, testrakt, вот так вот делаем, и вот сюда вот пишем точка тоже и generated, вот таким вот образом. Хорошо, он потом раздуплится и все появится. Итак, окей, здорово. Теперь мы должны ее чем-то заполнить, правильно? Давайте заполним как раз-таки вот этими вот булами, то есть мы пишем абсолютно точно так же, как и в классе uProperty. Это если мы опять же хотим видеть, точнее хотим, чтобы оно видели его в блюпринтах, это все. То есть visible, условно, visible anywhere, или мы хотим, чтобы его правили, edit пусть будет, edit anywhere, blueprint, пусть будет read write тоже, чтобы им можно было управлять из блюпринта. Категория, не знаю, давайте тест struct, пусть будет тест struct. Это будет bool. Какой тест bool? Ctrl-D. Сдублировали. Здесь я хочу видеть int 32. Это тест int. Большой буквы, пожалуйста. Ну и давайте вектор сделаем. У нас есть f вектор. F-вектор, тест-вектор. Тест-вектор. То есть эта структура содержит другую структуру, да? Так можно. Итак, все, наша структура готова. И мы можем ее уже создать в качестве переменной в блюпринте. То есть именно там. Либо можем сюда добавить. Но давайте попробуем ее добавить. И столкнемся мы с интересной вещью. То есть у нас есть f тест struct. Вот так вот. Our struct. Надеюсь, я правильно our написал. А давайте не будем позориться. Я не помню, как our пишется. Просто супер стракт. Но видим, что он не знает, что это такое. За счет того, что это не указатель, мы не можем записать ее как в класс. Нам нужно ее подключить. Include. И смотрим, где она находится. Мы записали как в structs. Вот он, structs и test struct. То есть мы подключили нашу структуру, и мы ей можем пользоваться в тест-акторе. Все, она есть, и все ее параметры там будут содержаться. По поводу структур. Если структура используется только вот здесь, и мы ее, допустим, она принадлежит только одному классу, и мы ее не используем в других, допустим, классах как-то, ну, если используем, то у нас по-любому этот как бы подключается, да? Либо наоборот не используем, что в принципе правильно, вот не используем, то мы можем здесь прописать структуру. И нам не нужно делать ее uProperty. То есть мы просто пишем struct какой-нибудь f тест struct, чтобы название немножко менялось. И просто-напросто прописать те же bool, что-то там, какой-нибудь int 32 что-то там и так далее и тому подобие. И мы сможем ею здесь воспользоваться. Но не в uProperty. То есть, это, чтобы воспользоваться в uProperty, уже ее обозначить, и чтобы ее видно было, то нужно сделать то же самое. То есть прописать uStruct, blueprint type, и вот это вот все, в общем. И тоже каждый назначить uProperty. Вот. Это если мы хотим тоже сюда все это прописывать. То есть uStruct пишите сюда uStruct, скобочки и так далее и тому подобное. Все то же самое, только здесь. Это
это хорошо только если мы пользуемся этим только здесь. Только в этом классе используется структура. Тогда да, если структура будет использоваться в других местах, это будет очень неудобно. Нам целый класс придется подключать, то есть со всеми его остальными приколами. Поэтому я выношу их в отдельный. Как бы это, даже если я не использую usestruct, а просто обычный struct, то все равно выношу его, в общем. Потому что так удобнее для подключения, так подключать весь класс не очень хорошо. Так, давайте F7. Смотрим, есть ли какие-нибудь приколы. И видим, что приколов нет. Запускаем, ждем. Так, мы запустились. Хорошо, здорово. Теперь давайте проверим тест-актор. Где наши тут были? Всякие переменные. Всякие поля, точнее, наши. Я уже не помню, как мы их там назвали. Супер, вот они, суперстракт, вот они, да. Вот они наши тесты, тест 1, тест 2, тест 3 и суперстракт. Вот он наш bool, вот он наш int и вот он наш вектор, состоящий из 3 флотов. То есть как вот этот флот, то есть 0.0, только вектор содержит 3 этих флота, где x, y, z, у него подписано вот, они как бы, соответственно, вот такая вот история. Мы создали структуру и мы ей можем пользоваться, то есть тест. Что, не тест, а суперстракт. Вот она, get superstruct. И мы можем спокойно ей делать там set by reference, по-моему, у нас идет как-то, или что-то там set struct. Я не помню, как в блюпринтах это все делается. Set member. Да, вот. Раскрываем мемберов и устанавливаем новые мемберы. Такая вот штучка. Хорошо, структуру мы создали, но нам надо еще и нам создать, чтобы им пользоваться. Давайте по той же самой схеме. UCPP класс, none, next. Создадим другую папочку. Паблик. Создаем папочку enums. Будет enums. Over папки. Все, здесь enums подключился. Давайте тест enum. Тест enum создадим. Create класс. Да, create класс и ждем. Хорошо, подождали. Здорово. Плюсовый файл. Нам здесь ничего не надо, мы его удаляем. Ну, не плюсовый файл в смысле, а что тут, то, что нам не надо, и конструкторы, деструкторы. Здесь то же самое. Полосочки. Это обязательно. Наводим марафет. И ставим этот конструктор, деструктор удалить. Итак, по поводу enum'ов. Та же самая история. То есть, для того, чтобы enum у нас мог быть в блюпринтах, мы могли к нему обратиться с редактора. Нам нужно что прописать, как вы думаете? У нас был uClass, у нас был uStruct, а теперь у enum. У enum, представляете? У enum. Та же самая история. Blueprint. Blueprint type. Blueprint type. Хорошо. Здесь вместо класс. Что нужно прописать правильно? Enum. Enum класс. Нам нужно прописать, вот это мы удаляем. Enum класс. Класс. Название. У нас тест enum. Enum обозначается через e. То есть e-тест. E и ваше название. Понимаем, да? Логику. Ну и в конце нужно добавить двоеточие uint и int8. Вот такая вот форма записи. Соответственно, нам нужно тоже добавить generated, include, что там у нас, как там, тест enum. И вот сюда вот точка, еще одна точка generated. Окей. Теперь как само название. Само название мы просто прописываем. Там, допустим, я не знаю, pure, давайте так вот, first test и запятая. Но есть небольшая такая вещь, что тут надо писать слитно.
все. И здесь может быть немножко иначе все записано. То есть, условно, 1, 2, 3, 4, 5. И для того, чтобы это все было красиво, есть такая штука, как UMeta. UMeta макрос. И мы сюда можем записать display name. И сказать, как он будет отображаться. Давайте first test. First test. Окей? Окей. И таким образом это говорит о том, что у нас в редакторе он будет отображаться именно вот так вот. Вот таким вот образом. Соответственно, мы его просто дублируем, последнюю запятую убираем, потому что он, по-моему, ругается. И давайте сделаем second test. То есть два вот таких вот enum у нас. Здесь тоже second test. Окей? Окей. Итак, а ну-ка я сейчас проверю. По-моему, вот так вот это делается. Да, это так делается. Enum. Вот такое вот перечисление. На самом деле он там воспринимает их как 1, 2, 3, 4, 5 почти. И это нам надо будет в дальнейшем для удобства. То есть, если мы, допустим, хотим спросить его, что больше, first test или second test, а мы их располагали по очереди. Second test больше, да, по нашей логике. Но программа-то не знает, что больше, second test или first test. Таким образом, нам нужно как-то их сравнить. Мы можем преобразовать вот эти вот first test и second test в цифры, то есть 1, 2, 3, 4. И он, по-моему, нумерацию с нуля делает их. Но, если мы хотим сделать, чтобы он с единицы начал, мы первому можем задать, что он единичка. И остальное, значит, будет двоечка, третий троечка и так далее. Если мы хотим там 10, допустим, это будет 10, там следующий 11 и так далее и тому подобное. Понимаем логику, да? Вот, то есть мы можем назначить ему циферку. Хорошо, ну это так, к слову. Ну что ж, давайте тогда добавим и сюда его. Давайте еще и интереснее сделаем. Давайте мы в структуру его добавим. То есть мы уже добавили fteststruct, и вот он у нас висит в нашем классе. А теперь мы его добавим в структуру. То есть внутри структуры, которую мы добавили внутри класса, будет находиться enum наш. Чтобы его добавить, нам нужно его подключить. То есть, соответственно, include enums и тест enum наш. Соответственно, допустим, ну, лучше, конечно, по очереди, но ладно, мы будем в конце его добавлять. Конец добавим после f-вектора. У нас, молодец, удалил. Выдели, пожалуйста, спасибо. Тест enum. Вот он нам подсказывает его, и тест enum здесь. Тест enum. Все, мы его добавили. Соответственно, он сюда уже подтянулся, так как это та же, ну, структура там. И нам будет отображаться выбор либо first test, либо second test. Также можно сделать еще дополнительно, если мы не хотим какой-нибудь, чтобы первый был какой-нибудь особенный. Ну, он всегда, короче, по стандарту выбирает none. И если мы хотим, чтобы как-то вот какие-то предметы, если стандартное значение было, которое нужно пропустить, допустим, да, то есть условно first тест и second тест нам нужно, чтобы что-то произошло, а вот что-то было такое, чего какой-то вариант такой, что вот ничего не происходит, короче, да, то есть мы можем сделать none условный, создать none, и здесь тоже написать none. Вот, таким образом, вот он будет учитывать его еще дополнительно. Нажимаем F7, в общем-то, смотрим, есть ли какие-то приколы. Если какие-то приколы. Да, ну и enum тоже можно создавать как из структуры внутри класса. То есть тоже просто берем, делаем вот таким вот образом. Здесь пропишем enum. Он нам уже помогает. Вот он, my enum. И тоже прописываем просто название. Там бла-бла-бла. Какой-нибудь запятая. Нажимаем Enter. Бла-бла-бла другой. Запятая. И сделали перечисление. И просто добавили его потом как обычную, допустим, my enum hello. Вот, my enum hello, хорошо. И у нас появилось поле my enum hello. Все очень легко и просто. Такая вот история замечательная и не очень. Хорошо, сохраняем. Еще раз делаем F7, на всякий случай. На всякий случай делаем F7. Кстати, можно удалить метод тра-та-та. Давайте я удалю метод тра-та-та. Нам не мешался, потому что потом будем весельем заниматься. Все равно потом его удалять.
Да, вот без всяких приколов нажимаем F5 и ждем. Так, запустилось. Отлично. Мы смотрим тест-актор. Вот наш. И вот суперстракт. И вот он наш enum none, first test и second test с пробелами. То есть, как мы и указали. Соответственно, вот они. Можно их пользоваться и назначить этому актору, что он first test. И точно так же доставать тест enum. Точнее, не тест enum, суперстракт. Он же находится в суперстракте. Суперстракт, set member, и вот, допустим, доставать enum и назначать ему, какой у него будет enum. То есть, соответственно, работать с этим мы можем из блюпринтов. Если мы не хотим работать из блюпринтов, мы можем работать это в плюсах. То есть, с плюсами все тоже очень просто. А вот с плюсах я не показал, как с ними работать. Но мы потом на практике поймем, там будет где понять на практике, где именно как с плюсами с ними работать. Пока что просто создание. Также забыл еще одну вещь сказать. Так как структура, в принципе, почти ничем не отличается от класса, мы можем создавать свои методы. То есть тоже в паблике засовывать их, тоже в private засовывать и прочее. Допустим, какой-нибудь void сделать. Void calculate, по-моему, так пишется, calculate test int. Test int. И он принимает в себя int 32 с маленькой буквы, пожалуйста. Int 32, что-то там ggvp, я не знаю, что придумать. И вот у нас появился метод, который что-то делает. Вернее, он должен еще и возвращать его. То есть он берет и возвращает. Даже не возвращает, он просто меняет само значение. Соответственно, мы просто делаем definition, мы попадаем в нашу тест-структуру, и мы можем обратиться к нашему тест-инту, условно тест-инт, плюс равно, помним, что это такое, да, и добавить ggvp. Все, и таким образом мы взяли и увеличили с помощью метода наш int 32. Не знаю, зачем это, но я просто как пример показать, что мы можем создавать здесь методы, которые взаимодействуют с данными самой структуры. Таким вот образом. То есть она может возвращать что-то и какие-то вещи делать, и, в общем, много чего может, потому что может. Такая вот прекрасная история. Что ж, на этом все. Мы дальше мы создадим актор компонент и покажу его приколюшку, как там сделать чего. И начнем реализовывать уже и практику какую-то делать. То есть будем делать хп. Там и виджеты затронем, делегаты затронем те же енамы затронем массивы, тимапы и так далее и тому подобное. В общем, дальше практика в основном. Короче, что-то будем делать, что-то реализовывать. Ну, вот как-то так. Что ж, принято призывать к подпискам, да? Поэтому подписываемся. Приходим на стрим обязательно. Также там второй есть канал игровой. Пока там один стрим только в записи вышел по Elden Ring. Но будет еще один. Может быть. Пока вы смотрите, уже идет стрим, хотя вряд ли. По таймингу не получится. В этот день, когда выйдет этот видео, да. Что ж, а на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Discord ссылка в описании. И всем пока.